кнопка нажата или нажата, не знаю, нажата. Короче, нажали мы волшебную кнопку, Мгм. и мы в эфире. Э, Так что всех, кто 3 ожидающих зрителя, поставившие нам 3 отметки «нравится», вам всем большое спасибо. Здравствуйте, добрый вечер. Ну что, сегодня 21 июня, 21:00, пятница, раз пятница, и еще и 9 вечера. Вот так совпало. Это значит, мы с Сергеем Рачинским будем обсуждать, что у нас произошло на неделе. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер Здравствуйте, кто всем. нас смотрит. Так, кто не подписался, подписывайтесь, потому что в чате задавать свои вопросы могут только подписчики. Вот такой вот у нас хитрый план, чтобы сделать больше подписчиков. А подписчиков у нас уже почти 3500. Поэтому, так что растем каждый день. Не по дням, а по часам. Еще так лет 20 и до 100 тысяч доберемся. Да. Представляете, через 20 лет будем такие сидеть. Ну ладно. Ну, главное, чтобы могли еще сидеть через 20 лет, а то неизвестно, что будет. Ну и так, начнем. Да, я, в принципе, подготовил как бы небольшую такую программку. Я сразу хочу предупредить всех, что мы под угрозой отключения электричества, поэтому я постараюсь компактно изложить как бы то, что я хотел бы сказать в первую очередь, а потом в конце у нас будут такие бонусы на случай, если нам позволят, то мы, значит, продолжим наше общение. Но Вот. на А этой начать неделе... я хотел Я бы... прошу прощения, да. Я не Да, знаю, с чего вы хотели начать, но меня сегодня поразил наш министр внутренних дел, самый главный мент Украины, который сказал, что, оказывается, менты, они же не приспособлены навоевать. Они вот беззащитных бабушек убивать могут, ну это у нас... с Да, автоматами это у нас... бегать могут, в экипировке там в супертактической бегать могут, а на фронт им нельзя, потому что это совсем другое. Их там и убить Это же могут. украинский мем, они не комбатанты, то есть это же было сказано еще в начале войны, то есть полиция не комбатанты, то есть они не участвуют, и Ну, все. сегодня они же сказали, что все, наши ручки не для этого, мы котики, у нас Да, ручки просто да, убивать у нас лапки, безоружных, да, а у нас лапки, а мы не можем. Вот да. на фронте вы что, как Но это придумали? очень характерное явление, да. Плюс у нас же есть там еще куча всяких вооруженных подразделений практически во всех силовых ведомствах и так далее. Но, в общем, они защищены. Они, как это, у них есть бронь, настоящая бумага. Вот, выписано. Вот. Это, кстати, вот один из элементов того, как у нас организовано общество. Когда нам всем говорят, что мы равны перед законом, то надо понимать, что мы все равны, но некоторые равнее. И это, в общем, относит нас к пониманию того, откуда вообще берется вот понятие русского мира в Украине. А вот оно оттуда и берется, то есть государство его и несет в полный рост. То есть я просто хотел напомнить, что на этой неделе нам было предложено отпраздновать 18 июня День участкового офицера полиции Украины. То есть, понимаете, но вот это русский мир в полный рост. То есть это старая советская традиция вот этих профессиональных праздников, совершенно бессмысленных. Но, тем не менее, она свято блюдется, потому что это часть вот этой вот основы, на которой стоит государство. Важнейшим элементом вот является как бы самоустройство того, как власть организована в Украине. То есть вот тот факт, что у нас власть — это администрация президента, где есть все подразделения, где есть все отделы по всем направлениям, там, то есть она заменяет собой все, и исполнительную, и законодательную, все ветви власти, вот, и судебную, потому что суд у нас работает по свистку или по звонку, как это принято говорить. Вот, то есть, другими словами, это все, вот это и есть тот фундамент, который происходит от советского еще времени. И русский мир, и советский мир для Украины, в принципе, это одно и то же, это тождественные понятия. Вот, поэтому, когда вы слышите от власти там насчет русского мира, то помните, они и есть как бы основные носители, основные его промоутеры. А пока, так сказать, мы празднуем дни участковых офицеров, а полиция, значит, отказывается воевать, в это время в Украине убивают известного какого-то в Казахстане оппозиционного деятеля, то есть журналиста, насколько я помню. Мы-то его плохо знаем, а
В Казахстане вроде он достаточно известный человек. И тут хочется понять, то есть двое граждан Казахстана пересекают границу из Польши в Украину, едут в страну, где война. То есть спецслужбы должны, по идее, ну, сразу взять как бы этих людей на карандаш. Это не просто туристы какие-то, волонтеры там или еще что-то. Явно люди едут по делу, то есть у них есть дело. Они приехали, значит, устроили здесь вот этот замах, так сказать, это самое посягательство, так сказать, на убийство. Вот, и их уже объявили в розыск. То есть они вроде как успели еще и уехать. То есть вот это странности того, как у нас работает, функционирует вся эта государственная машина. Она явно преследует какие-то свои цели, и эти цели очень сильно расходятся с тем, как мы их понимаем, просто люди, вот, живущие в этой стране. И тут как бы никак нельзя обойти вниманием вопрос мобилизации. То есть он все еще у нас на повестке дня, он все с каждым днем становится острее или даже как бы набирает какие-то новые измерения, новые очертания. Но я должен сказать, что с каждой неделей становится все больше, по-моему, очевидным, что цели мобилизации совершенно не связаны с пополнением армии боеспособным резервом. То есть здесь преследуются чисто политические цели, и это политические после главной цели. А главная цель в государстве – это всегда деньги, то есть взять деньги. Вот мобилизация – это инструмент стягивания, снятия денег с украинцев, вот, которые уже, в принципе, ну, обобраны до последней нитки, что называется, государством. То есть мобилизация – отличный способ запугать, заставить заплатить. Причем сейчас вот это муссируется тема, значит, брони, там тема резервации от призыва, и там фигурируют просто прямые конкретные суммы. То есть вы платите, и, значит, вас оставляют в покое. А политические цели, если мы говорим о мобилизации, то здесь они тоже достаточно очевидны. Значит, разделить общество. То есть мобилизация прекрасно справляется с тем, чтобы раздробить общество на большие группы, которые причем удается еще и стравить между собой. То есть вот эта история, так сказать, с ухилянтами, то есть людьми, которые избегают призыва, вот, это типично вот наше изобретение украинской власти. То есть недавно вот прозвучало в эфире, насколько я помню, на одном из каналов в YouTube было резонансное интервью командира одного из такого хорошо известных батальонов в Украине, который сказал достаточно важные вещи. То есть он буквально сказал следующее, что я разделяю мир на мир украинцев и мир хохлов. Причем, как он сказал, к сожалению, мир хохлов гораздо больше. То есть вот вам ответ, вот вам результат мобилизации. То есть вот это и есть этот раздел. То есть человек, который ведет как бы боевые действия, он рассматривает тех, кто не на фронте, как совершенно второсортных, третьесортных, значит, граждан. При этом он забывает о том, что все, что делают люди на фронте, это все потому, что с нас забирают последние деньги. То есть, причем мало того, что мы отдаем добровольно практически все, что можем отдать фронту, то есть мы оплачиваем все, что можем оплатить, с нас еще и в итоге лупят, так сказать, по полной программе, забирая все, что не удается, так сказать, где-то в надежном месте спрятать. И вот эти люди, которые ведут войну, они не видят этого всего, или делают вид, что они этого не понимают, откуда все берется. То есть, да, они видят западную помощь, но если бы западная помощь решала все вопросы, нет, она не решает всех вопросов. Мы по-прежнему содержим армию и содержим все украинцы абсолютно как один. Мы все содержим армию. А если кто-то не деньгами, то, по крайней мере, своим трудом, то есть своим вкладом в производство. Потому что, опять же, когда у тебя оружие в руках, то ты на минуту или даже, может, больше, ты можешь забыть о том, что вообще-то в войне значительно важнее не столько
уровень вооружения, сколько уровень экономики, то есть уровень производства. И вот эти вещи, они совершенно уходят на второй, третий план и так далее. Мобилизация вытесняет все вот эти аспекты, связанные с тем, что в Украине разрушена, уничтожена экономика и производство, и выпячивает на передний план вот это желание или нежелание идти в армию. При этом тот факт, что при этом, да, я чуть не забыл, так сказать, еще один важнейший фактор мобилизации, почему власть прибегает к такому методу. Это необходимость, она становится все острее, переложить ответственность за все возможные проблемы и неудачи на население. Это традиционная история с государством. То есть власть берет сначала все в свои руки. Они, помните, выходят на трибуны и говорят: мы взяли ответственность на себя, и теперь мы будем, значит, там все делать как надо. А потом, когда начинает пахнуть жареным, когда начинается провал за провалом, они начинают искать виноватых. И виноватые — это люди, то есть граждане. Они вроде как бы они ни за что не отвечали, но теперь они становятся ответственными. А политики, которые говорят: мы за все отвечаем, мы берем на себя власть, ответственность, платите нам деньги, давайте, значит, они теперь вроде как уже ни при чем. То есть вот этот трюк, он регулярно происходит. Причем в Украине он происходит циклически. То есть мы регулярно слышим вот эти фразы, мы слышали их от предыдущих правительств, предыдущих президентов и так далее. Вот, поэтому мобилизация — это такой комплексный политический метод решения вот этих острых вопросов. Денег, разделение общества, стравливание людей между собой и решение вопроса, а кто у нас во всем виноват. А чем же занята как бы власть, пока значит, украинцев гоняют по улицам и пытаются, значит, загнать их в конце концов в военкоматы? Президент подписал закон о борьбе с черным зерном. Мы уже говорили об этой теме, упоминали ее раньше. Но вот сейчас этот как бы цикл этой законотворчества, он завершился логическим завершением. Президент подписал этот закон. О чем этот закон? Да он, в принципе, обеспечивает монопольный контроль государства за рынком зерна. В первую очередь за экспортом. То есть все вот эти теперь вопросы, связанные, значит, с экспортом зерна за рубеж, они полностью теперь отрегулированы, зарегулированы и монополизированы властью. То есть в первую очередь закон этот направлен на то, чтобы исключить любую конкуренцию в этом вопросе. То есть он отсекает всех, кто не способен работать на том уровне, на котором работает государство. А ведь государство прикармливает огромные зернотрейдерские компании, которые находятся в руках нужных людей, так сказать. Вот. И их вот эта связка, которая имитирует рыночные отношения, она позволяет власти полностью контролировать эту сферу. То есть естественно, что когда, например, закон устанавливает минимально допустимые цены, вот. А что это такое? Да это просто отсечение как бы конкурентов, потому что небольшие компании, они не способны конкурировать. Ясно, что их не устраивают назначенные государством цены. Поэтому они вынуждены конкурировать и, естественно, проигрывают эту конкуренцию. Запрещена работа с зерном компаниям, которые не платят ПДВ, то есть этот налог на добавленную стоимость. То есть это тоже, опять же, удар по малому бизнесу. То есть, несмотря на то, что зерно производится практически небольшими хозяйствами, в значительной мере, большая часть зерна производится по-прежнему малыми фермерами. Но это зерно покупают у них те, кому надо. То есть, а потом дальше эта процедура уже отработана десятилетиями. Все это вывозится за рубеж, эти деньги потом остаются за рубежом, и уже больше, так сказать, в Украине их никто не видит. Почему нам отключают электричество? У этого вопроса появился еще один дополнительный ответ. С одной стороны, мы всегда обращали внимание на то, что Украина увлечена экспортом электричества, а экспорт электричества, опять же, это монопольная сфера деятельности государства.
А государство продает электричество втихаря, и эти деньги потом делит, так сказать, у себя там на Западе где-то по офшорным счетам. А теперь мы видим еще один дополнительный элемент вот этого пазла, так сказать, с отключением электричества. Правительство разработало программу солнечной генерации. То есть это под шумок увлечения, с одной стороны, альтернативной энергетикой, с другой стороны, под шумок поиска решения проблемы, значит, с выводом из строя генерирующих мощностей под ударами путинских террористов. Значит, якобы это будет решением. Это как бы поможет нам решить вопрос с генерацией. Но на самом деле, при ближайшем рассмотрении, мы прекрасно понимаем, что этот канал, как и многие другие подобные каналы, когда государство разрабатывает эту проблему, то оно обеспечивает как бы и выполнение. То есть оно обрезает нас от электричества, создает ажиотажный спрос. Этот ажиотажный спрос реализуется у тех людей, у кого надо. А ведь у нас все оборудование, связанное с аккумуляторы, генераторы, значит, все эти резервные блоки питания, зарядные станции, солнечные элементы, батареи и так далее. Все это этим торгуют те компании, которые приближены к государству, то есть приближены к власти, приближены к правительству. То есть у нас крупнейшие супермаркеты, вот эти, которые занимаются, у нас, по сути, один остался, эпицентр, который контролирует практически этот рынок и зарабатывает на нем колоссальные деньги. Именно на ажиотажном спросе. Цены на все вот это оборудование растут просто на глазах. А при этом власть пишет, что вот эта программа развития солнечной генерации, она, значит, предусматривает, что те, кто завозит это оборудование, они еще и не будут платить никаких налогов и так далее. То есть вроде с одной стороны они говорят, нам нужны налоги, мы без них никак, а вот в данном случае нет, налоги им уже не нужны, да потому что эти налоги не будут платить нужные люди. То есть правильные люди не будут платить налогов, завозя подобное оборудование, а потом продавая его здесь с маржой, которая покроет им все возможные проблемы. То есть, по сути, это просто канал отмывания денег из бюджета, потому что власть устроит кредитование, финансирование, то есть это как вот с субсидиями на электричество или на ЖКХ, вот на эти услуги. То есть власть людям вроде выдает деньги, а потом эти деньги люди должны относить в карманы тех людей, кому надо. То есть через население деньги идут транзитом из бюджета в карманы нужных людей. То же самое происходит и здесь. То есть мы под шум взрывов и вот этих вот обстрелов мы будем, значит, финансировать узкую группу людей, которые сидят где-то близко, значит, к правительству. Правительство не ограничивается только такими вещами. Вот подписан еще новый закон о субсидиях для книжных магазинов, издательств, я так понимаю, и правительство готово субсидировать так называемые книжные сертификаты. То есть власть хочет взяться за книгопроизводство. О чем это говорит? Ну, во-первых, это говорит о бедственном положении книгоиздательства в Украине. Украинцы не читают книг. То есть книги превращаются постепенно в элитарный товар, и людям не до них, они очень дороги, и, в общем, книгоиздательство, в принципе, не способно обеспечить рынок необходимым объемом доступной литературы. Власть, безусловно, не может оставить это без внимания. То есть они, по сути, ломают этот рынок. Правительство входит в этот рынок, ломает его, и таким образом разрывает зависимость производителя от потребителя. То есть здесь в данном случае книгоиздатели будут получать деньги от правительства, они будут получать их и прямо как субсидирование, и оплату аренды, там еще всяких, то есть минимизировать их затраты. И таким образом эти книгоиздатели, безусловно, будут отвечать чем? Публикацией той литературы, которую надо, так сказать. То есть они будут публиковать пропаганду и около государственную всякую шушеру.
То есть мы видим, как украинское книгоиздательство превращается в советское книгоиздательство. В принципе, эти вещи, они происходят уже давно, потому что у нас в значительной мере рынок снабжался сначала российской литературой, достаточно дешевой, потому что там своя как бы кухня с налогообложением, опять же, объемы, то есть тиражи и так далее, то есть их не совместить, ну, их не сравнить с объемом нашего рынка. Вот. Но после того, как украинская власть отказалась от русскоязычной литературы, у нас началась просто, так сказать, катастрофическая ситуация на рынке, и теперь у нас будет, значит, еще более того, 18-летние украинцы смогут получить, значит, книжный сертификат на сумму 908 гривен. Вот. Но на эти деньги, я могу сказать, можно купить где-то 2-3 хороших книги. То есть действительно достойных книги. Вот. Значит, когда военное положение закончится, то родителям обещают, одному из родителей обещают тоже, значит, сертификат после рождения ребенка. Но это какая-то просто, так сказать, странная история, которая, в общем, выглядит как набор слов. Вот. Это не поможет книгоизданию, это не поможет увеличить книгочитание в Украине, потому что, напомню, чтение книг напрямую зависит от состояния экономики, от состояния даже, скажем так, экономической деятельности людей. Человек читает книги и вообще увлечен литературой, потому что он хочет быть достойным конкурентом на рынке труда в первую очередь. То есть ему важна эрудиция, ему важен определенный набор знаний, ему важен определенный набор компетенций, а все это мы получаем с книгами, с литературой. Качественная литература издается и потребляется, потому что на рынке есть... Да, это случилось. Скорее всего, Сергея, как и ожидалось, 21:20 отключился свет, но мы сейчас его немножко подождем и попробуем подключиться иначе. Может быть, вы его не будете видеть, зато будете слышать. Вряд ли это будет телефонный режим, но, по крайней мере, какой-то облегченный режим. Нет, не все, не все. Давайте дадим возможность Сергею переключиться на мобильный интернет, и мы продолжим. Так что, ну, я же говорю, что единственное, что возможно, без изображения, для того, чтобы облегчить канал. Поэтому, так что, да, вопросы из чата, если Сергей вернется, конечно, будем зачитывать. Так что пишите вопросы. Если есть жалобы, что почему-то пропадают какие-то вопросы в чате, ну, я не знаю, в чем проблема. У меня получается, я тоже не вижу некоторых вопросов в записи, например, чата, когда они были, а потом их почему-то нет. Хотя выбираешь все комментарии, а их все равно нет. Но это вот какие-то приколы YouTube, которых я пока не разобрался. Что у них там происходит, почему и в чем почему такая ерунда происходит. То есть как-то оно что-то... Я вижу, что есть попытки подключиться, но пока не вижу и не слышу Сергея. Ну, подождем, может, что получится. А пока, кстати, задавайте вопросы, что зря сидеть ждать. Пишите вопросы, будут ответы. А мы пока
Пытаемся восстановить связь, несмотря на отсутствие электричества на Оболоне. Хотя у меня есть подозрение, что вот, судя по графикам, нас все-таки смотрят люди Ахметова, потому что у меня свет обычно не выключают во время стримов. Тьфу-тьфу. Так что... А вот у Сергея бывает не совпадает. Ну что, сейчас еще подождем. Ну, пока напоминаю, что завтра в 11 утра с Владимиром Золотаревым у нас должно все получиться. У Золотарева точно свет не отключает. А у нас будем как-то сражаться с этими проблемами, если вдруг что случится. Ну, вообще по субботам обычно, как показывает практика, выходные все нормально. Так, ну что у нас тут? Что у нас тут? У меня нет пока идей, каким образом это можно сделать. Ну, Сергей, так. Вот такие вот сложности, возникающие иногда. Так, а ну-ка. Сергей совершает еще одну попытку подсоединиться к нам. Сейчас. Сергей. Что-то пока у нас не получается. Хотя я вижу попытки, но не вижу результата, к сожалению. Да. Ну что, с звуком пока не получается. И это очень печально.
Да, не хватает пропускной способности. Сейчас попробуем, может, уменьшить как-то это все. Не получилось. Так, если у кого-то есть предложение, каким образом в следующий раз можно это исправить, пишите в комментариях. Будем пробовать. Телефонный звонок, конечно, это хороший выход, только непонятно, как его вывести в ОБС. Телефонный звонок. Или даже мессенджер. Поэтому да. В общем, надо будет потренироваться каким-то образом. Нет, ну через громкую связь это будет совсем плохо, мне кажется. Это будет совсем нехорошо. Да, вот такие есть проблемы с отключением электричества, к этому надо как-то готовиться. Мгм. Надо пробовать, надо. Ну, для этого надо потренироваться без зрителей. Может быть, как-то и скайп можно завести. В этой жизни вариантов же. Ну вот это и есть проблема в том, что когда падает связь, электричество пропадает, сразу все переходят на мобильную связь, и поэтому забивается полностью все возможные каналы связи. Поэтому, ну что, к сожалению, только 20 минут мы успели поговорить. Ну, извиняйте. Давайте так, в следующий раз мы попробуем организовать альтернативные какие-то каналы, завести в ОБС или Skype, или Zoom, или еще какие-то вещи, которые не потребляют больших ресурсов. Так что сегодня, к сожалению, мы опять заканчиваем. Вот такая вот у нас получилась ерунда. Ну, значит, перенесем. Хорошо, давайте переносить. Всем спасибо. Сейчас мы договоримся с Сергеем, может быть, попробуем завтра вечером продолжить. Следите за сообщениями. Если мы перенесем, то да, я сообщу об этом и в Телеграме, и на Ютубе, и, соответственно, в группе в Фейсбуке всем сообщим, что мы перенесли. Все, всем спасибо. Еще раз приносим свои извинения. Но вот такая вот случилась фигня. Все, всем до встречи. Ну, завтра с утра с Золотаревым мы точно встретимся. Все, всем спасибо и до завтра.